Думаю, так будет проще. Ладно, попробуй. Я не думаю, что они будут такими уж проблемными. Ты удержишься? Да давай, опирайся, если хочешь. Я не знаю, как долго он продержится. Нет, я тоже не знаю. Ладно, одна готова. Дайте мне еще один. Ребята, это должно постоять всего 2 дня. Перетащи всю эту штуку. Это будет. Это будет тест. Если он выдержит, пока мы снова не увидим. Не опрокидывай все это. Ладно, я буду опираться на тебя. Ладно, опирайся. Кусок скотча такой пыльный, он может не сработать. Попробуй еще где-нибудь. Окей, ты доволен выравниванием. Да. Стоит ли гнома на нулевой отметке? Гномон прямо на нулевой отметке. Так и должно быть. Прекрасно, ребята. Окей, и пузырек уровня только касается внутреннего круга. Окей, принято. И сейчас у вас переключатель передатчика в режиме ожидания, верно? Боб, вокруг передатчика всего пара небольших изгибов, это нормально. Сойдет. Да. Они в порядке? Все нормально. Давай забудем об этом. Джек, судя по тому, где находится Элем, на твоем месте я бы просто дошел пешком. Подойди сюда, Джинни. Что тебе нужно? Мне нужна та же поддержка. Да, конечно. Боже, вот он ключ ко всему. Все соединители геоэлектроразведки здесь отсоединяются сложнее, чем когда мы его разворачивали на мысе на тренировках. Видишь? Оно просто поднимается. Может, не сложнее, но оно поднимается. Ладно, Теперь мне нужно переориентировать это. дай-ка мне взглянуть. Ты сейчас в режиме ожидания, дай гляну. Гномон прямо на нуле. Окей, прямо на нуле. Все то же самое, он сел так же. Нулевой гномон и внутренний круг. Окей, прекрасно. Пошли, Ты хочешь идти обратно пешком или поехать? посмотрим. Тебе решать, но... Ой, я, пожалуй, пойду пешком. Черт, я ненавижу эту пыль. Мне нужно будет сегодня вечером сделать новое крыло. Так, посмотрим. Похоже, я должен. И Евгений предполагаю, что отвалившееся крыло – это то же самое крыло, которое отвалилось раньше, так? Да, то же самое. Мой приклеенный скотч не удержался. Слишком был запылен. Понял. Ладно, Эй, поосторожнее с этой антенной линией, которую я здесь установил. да. Ладно, отправляйся к Элем. Окей, Боб, я ничего не собираюсь менять сейчас, просто сяду и поеду. Не так ли? Утвердительно. Пора домой. Как у нас со временем, Боб? Как только вы вернетесь, у вас будет обычное завершение. Будет как раз примерно то время, которое запланировано для вашего возвращения. Сейчас у вас 6 часов 11 минут с начала выхода на поверхность. Боже, тут большой валун. Да, я кое-что открыл для себя. Много чему сегодня научился, я вам скажу. Ладно. Сейчас отключится ТВ-сигнал, так как через минуту усиливающее направление антенны будет смещено. Окей, у меня появился камень размером с футбольный мяч из этого пузырчатого. Грубо пузырчатого. Гавра, Боб. Он с большого валуна размером в 3-4 метра, прикопанного к северу. Ну, скажем, к северо-востоку от Элем. Примерно в 30 метрах. Как поняли, Боб? Прием, Джек. Слышим тебя громко и четко. Прием, Джек. Слышим тебя громко и четко. Окей. Я его положу в большой мешок.
Ладно. Не задокументировано. Камень примерно табличной формы. Размером 15 на 25 сантиметров и толщиной около 5-7 сантиметров. Одна из сторон очень плоская. Похоже, он откололся от породы по этой плоскости. Хорошо, если он поместится в контейнер SRC вместе со всеми другими образцами, то лучше положить его туда, так как контейнер будет почти пустым. Будут ли новые азимуты для парковки наших батарей или что-то еще? Нет, азимут будет 0.13. Он почти не отличается от 0.12 в контрольном списке. Окей, я учту. Джек, ты принял наши рекомендации о том, чтобы по возможности положить этот образец в контейнер SRC? Ну, образец довольно большой. Сейчас он в большом мешке. Мы постараемся. Я бы сначала сложил другие образцы, те, что маленькие, и особенно пробы почвы в контейнер SRC. Окей. Ты закончил? Нет, я иду прямо. Прямо сюда. Теперь я закончил. Хорошо? Прямо там. Хорошо, Боб. 0,86. 0,5. 0,1. 108. О, 102. Стою первого. Окей. Ампер часы 108-102. Напряжение 74,75. Батареи 108-123. Все 4 двигателя показывают минимальные значения. Принято, Джинни. Подтверди, 108 и 102 по ампер-часам. Так, Подтверждаю, 108-102. хорошо, принято. Я не могу прочитать это, потому что оно все покрыто пылью, мне нужно остановиться и очистить. Хорошо, температура приемника геолекторазведки 45. 45. Принято, 45, прекрасно. Принято, 45, прекрасно. Знаешь, Дженни, мне кажется, они забыли прикрепить липучки к этой штуке. Здесь нет липучек, которые держали бы эти клапаны. Серьезно? Их нет. Ладно. Мне нужно взять щетку и протереть пыль с этой штуки. Минуту или 2. Окей, я настрою высокочастотный канал. Мне хочется завтра забрать пару трубок для Кевна. У меня ощущение, что у вас осталась еще парочка, не так ли? Боб, у тебя есть? Да. Боб, вы поймали сигнал высокочастотного канала. Поймали, спасибо. Джек, а это моя сумка, которую ты взял. Да, она. Она довольно хороша. Окей, давайте все сложим в тот мешок SCB-1, Джек. Все, что у тебя есть в SCB-2 и у Джинни. Окей. Так, образцы. 2 образца были вытащены из-под сидений пилота ЛМ. Положи неиспользованные пакеты под сиденье. Заодно я тебя пока почищу. Вот блин, должен сказать тебе, что нам понадобится полдюжины воскресений, чтобы все это очистить от пыли. Глянь, это крыло. Это просто ужасно. Окей, ты не хочешь снять с меня мою сумку? Да, если ты готов. Готов. Мне нужно положить твои те самые образцы в контейнер SRC. Нет, то есть в твою сумку SCB-1.
А этот образец, я думаю, мы сохраним в сумке SCP-2. Подожди минут, дай я тебя почищу. Хорошо. Ты меня уже почистил. Да, ты потерял свой ремень. Подожди минутку. Вот он. Подожди минутку, теперь. Окей, можешь ли подцепить мой крюк обратно? Вот сюда. Окей. Повернись ко мне. Твой крюк закреплен. Но я не уверен, что зацепил второй. Глянь на него. Да, все подцеплено. Теперь ты в порядке. Поехали дальше. Окей, какой именно ты сейчас заполняешь мешок? Я складываю образцы в сумку, которая будет помещена в контейнер SRC. То есть в контейнере SRC будет SCP-1. Прием. Окей. Дайте-ка погляжу чек-лист. Так, разгрузка LM, выгрузка PLSS, инструменты для работы с кернами. Окей, Джек, как только ты это закончишь, я заберу у тебя сумку SCP-1 и запечатаю контейнер SRC-1. Окей, и я полагаю, на сегодня у вас не осталось образцов с ровера. Не так ли, Джек? У меня все еще с собой мои щипцы. Я достаю. Боб, нет. У меня есть еще один пакет с камнем в кармане. Мы полагаем, что тебе его придется вытащить, когда вы окажетесь в лунном модуле. Окей. Дженни, где он? Не хочешь положить этот маленький камень в мешок SCP-1? Да, а он разве не там? А куда ты его подевал? Он был на днище ровера с моей стороны. С твоей стороны. Вот он, дай-ка я его достану. Мы можем положить его в один из слотов трубки керна вот сюда. Боже, это всего лишь одно крыло. И сразу на порядок больше проблем с пылью. Вот образец, ты можешь до него дотянуться. Окей, камень, который поднял Дженни в самом начале. При развертывании ровера. Теперь он находится в кармане слоте трубки для керна в сумке SCP-1. Окей, принято. Окей. Дженни, тебе передать сумку SCP-1? Да, если ты ее заполнил. Да. Защелкнул. Окей. Бог, SCP-1 почти заполнен образцами. И я думаю, что тот последний большой камень, вероятно, не сможет поместиться туда. Ладно, тогда положите его в большой мешок. Он в большом мешке. Неплохо. И я так понимаю, больше на ровере не осталось никаких образцов на сегодня, верно? Окей. Больше на ровере нет образцов на сегодня. Простите. Окей. Уплотнение крышки контейнера осталось чистым, как я вам и обещал. Накрываю сверху. Боб, уплотнение чистое. Прекрасно. Не знаю, насколько оно прекрасно, но главное, оно чистое. И это явно прекрасно. Окей. Окей. Большой мамон для камней закрыт. Так, у меня все еще много кислорода. У меня все еще есть 22%. Я думаю, что подача воды у нас в скафандре может понижаться. Я пока оставлю контейнер с образцами все прямо здесь на столе месса, до тех пор, пока его не заберем с собой наверх. Окей, по инструкции надо закрыть контейнер. Проверить герметичность, поместить в отсек плюс Z. Все сделано. Теперь выключатель цепи ровера, LRVLCRU питание перевести в положение выключено. Протереть пыль. Так, начну с пункта протирки пыли. Позовешь меня, если тебе понадобится подменить. Ты имеешь в виду с чисткой? Да. Ну, пока мне нужно придумать крыло для ровера. Вот что мне сейчас актуально. Подумай тоже, из чего мы можем соорудить крыло. Как насчет переделать из другого, которое не будет так критично? Да, но я бы предпочел не трогать остальные. Как ты знаешь, я уже попытался прикрепить одно, но оно так и не продержалось, как я себе представлял. Но ты же сказал, что оно сломано, верно? Ну да. Но эти не должны сниматься, если их не сломать.